Привет, мои юные друзья. Напомню, почему юные, потому что всем на канале по 18 лет, независимо от того, что вам 40, 30, 50 и так далее лет. Смотрите, сегодня вытянем по 3 карты и посмотрим послание от духовного наставника. Кто такой духовный наставник? Это, вы его называете ангелом-хранителем и так далее и тому подобное. И, все поняли, да, про что будет. И давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Солнце. Повешенный. И туз жезлов. Но смотрите, твое послание, оно начинается с яркого света, да, с солнца. И духовный наставник хочет, чтобы ты поняла одну ключевую вещь. Тебе нужно больше доверять своей внутренней силе, своему внутреннему свету, который ты несешь в этот мир. И сейчас тебе кажется, что что-то мешает, или ты там сомневаешься в своем пути. Но твой наставник, он говорит, ты уже имеешь все, чтобы быть счастливой. И вот этот момент осознания – это то, что источником радости и успеха являешься ты сама. Ты уже носишь в себе вот этот потенциал, который только и ждет, чтобы ты его проявила. Солнце, оно про ясность, да, про энергию, которую ты должна принимать и излучать. Тебе нужно перестать бояться проявлять себя. И вот духовный наставник, он говорит, что вот настал момент выйти из этой тени, да, занять свое место под солнцем. Ты вот настолько привыкла сдерживать свою внутреннюю силу, что ты иногда даже забываешь, насколько яркой ты можешь быть. Это не просто там про успех или признание, это про внутренний твой свет, который должен озарить все сферы твоей жизни. И наставник передает тебе важный урок, то, что не нужно бояться быть собой. Не бойся открыться миру, не бойся вот другим увидеть, какая ты есть на самом деле, понимаешь? С твоей внутренней силой, с твоей внутренней радостью ты сможешь привлекать к себе все, что пожелаешь и кого пожелаешь. Просто поверь в свою способность излучать свет и принимать его обратно. А повешенный говорит, что тебе необходимо изменить взгляд на текущую ситуацию. И вот твой духовный наставник, он просит тебя остановиться, просит пересмотреть вот привычные подходы, твои убеждения, которые держат тебя на месте. Ты чувствуешь себя застрявшей или вот ощущаешь, что в жизни ничего не меняется, но это только потому, что ты смотришь на все с одного и того же ракурса. И вот духовный наставник, он подсказывает тебе, что пора изменить восприятие. Иногда вот самые важные уроки, они приходят через паузу, через переосмысление. Тебе нужно отступить на шаг назад, чтобы вот увидеть полную картину и найти новые решения. Перемены, они начинаются не с внешних обстоятельств, они начинаются с твоей внутренней готовности. Готовности посмотреть на вещи совсем по-другому. Тебе нужно осознать, что сейчас важно изменить вот не внешние обстоятельства какие-то, а свое отношение к ним. Найди момент для глубокого вот размышления, чтобы вот понять, что тебя на самом деле держит на месте. Какие мысли, какие страхи не позволяют тебе двигаться вперед. Иногда решение, оно лежит в пересмотре старых убеждений и в том, чтобы позволить себе видеть мир с другой стороны. И наставник говорит, что через вот эту внутреннюю трансформацию ты сможешь открыть новые горизонты. А туз жезлов – это уже призыв к действию. И твой наставник передает тебе послание, что пришло время начинать. Туз жезлов, он про начало нового пути.
где вот все зависит от твоей решимости и от твоей смелости. Теперь вот, когда ты осознала свою внутреннюю силу по Солнцу и пересмотрела свои убеждения по повешенному, самое время начать действовать с полной уверенностью. Эта карта, она говорит о новом вдохновении, о новых возможностях, которые готовы войти в твою жизнь. И наставник тебе подсказывает, что у тебя уже все необходимое для этого есть, чтобы начать двигаться к своим целям. Тебе нужно только разжечь вот этот вот внутренний огонь и начать действовать. Это может быть новая идея, новый какой-то проект, да, или важное решение, которое давно в голове в твоей назревало. Ты уже чувствуешь, что это твое, и сейчас самое время воплотить это в реальность. И духовный наставник, он говорит, что ты готов взять на себя инициативу и начать вот это движение к своим мечтам. Главное не медлить. Действуй с уверенностью, будь активной и используй вот этот внутренний ресурс, который ты вот накапливала все это время. Ты уже стоишь на пороге очень-очень чего-то важного. И наставник уверяет тебя, тебе нужно начать, не нужно больше ждать. Все теперь зависит от тебя и твоей решимости. Обязательно подписывайся на канал, жмякни на колокольчик и оставь комментарий к этому видео. Ну а мы переходим ко второму варианту. Император. Башня. Поправим. И 9 жезлов. Ну смотри, твой духовный наставник, он передает тебе вот прям сильное послание. Пришло время взять под контроль абсолютно всю свою жизнь. Взять контроль над своей жизнью. И твердо стоять на своем. Император — это, знаешь, вот о том, чтобы вот создать структуру, стабильность, власть над собственной судьбой. И наставник хочет, чтобы ты перестала зависеть от внешних обстоятельств, от мнений окружающих тебя людей. Это призыв взять ответственность за все, что происходит в твоей жизни, и начать действовать из позиции силы и уверенности. Мир, он сейчас хаотичный. Люди вокруг пытаются повлиять на тебя. Но император, он напоминает, что ты главный автор своей жизни. Твоя задача сейчас — это построить основу, на которую ты можешь опереться. Это момент, когда нужно вот четко расставить приоритеты и действовать, исходя из собственных принципов, из собственных целей. И твой наставник, он указывает на то, что ты уже обладаешь мудростью и силой, чтобы вот управлять своей судьбой. Но тебе не хватает уверенности в себе. И ты больше не должна сомневаться. Важно принять свои решения твердо, без каких-либо колебаний. Император, он напоминает тебе, что твоя сила — это не только внутренняя уверенность, но это еще и способность организовывать свою жизнь так, чтобы она работала на тебя. И вот сейчас момент, когда нужно быть твердой, дисциплинированной и, конечно же, готовой быть к действию. Башня — это всегда знак разрушения, но в твоем случае духовный наставник хочет показать, что определенные вот сферы твоей жизни, они нуждаются в радикальном изменении. Тебе давно пора разрушить старые устои, которые больше не работают. Это внутренние убеждения, за которые вот ты цепляешься, привычки, которые держат тебя на месте. Башня, она всегда приходит внезапно. Но наставник, он предупреждает: не бойся изменений, они освободят тебя. То, что ты пытаешься удерживать, это может быть иллюзией. И наставник говорит, что пришло время сломать вот эту старую структуру, даже если это кажется тебе болезненным. Это может быть система взглядов, отношения, которые вот ты продолжаешь поддерживать, хотя они больше тебе не нужны. Они не служат твоему счастью, они не служат тебе.
И башня говорит, что через вот это разрушение старого ты освободишь место для чего-то нового, более истинного, более сильного, более нужного тебе. И твой наставник, он подсказывает, что без этого краха ты не сможешь двигаться вперед. Настоящий рост, он приходит через трансформацию. И сейчас тебе нужно быть готовой принять вот эти изменения, которые уже начали происходить, и ты это видишь. И эти перемены, они не будут легкими. Но эти перемены жизненно необходимы для того, чтобы ты смогла выйти на новый уровень. Девятка жезлов, она говорит о том, что на твоем пути появляются испытания сейчас. И твой духовный наставник, он предупреждает, что ты сильнее, чем ты думаешь, и ты прошла уже через многое. Это карта воина, который уже на грани своих сил, но он не сдается, понимаешь? И ты стоишь уже на пороге важного этапа, и тебе важно не потерять свою решимость. Наставник хочет, чтобы ты знала, да, там впереди могут быть трудности, но у тебя уже есть все силы, которые тебе нужны, чтобы с ними справиться. Тебе нужно быть настороже и готовой к тому, что не все пройдет гладко. Это означает, что на пути к изменениям будут такие моменты, когда ты почувствуешь усталость, желание остановиться, апатии, депрессии. Но девятка жезлов, она напоминает, ты близка к победе. И сейчас вообще нельзя сдаваться. Ты уже через многое прошла, и это финальная битва. Это последний рубеж перед победой. И духовный наставник говорит тебе, что нужно собрать свои силы, обрати внимание на свои границы, защищай то, что для тебя важно, но не бойся стоять на своем. Ты сейчас измотана полностью, но внутри у тебя еще есть очень много энергии, которую ты прячешь. И этот период трудностей, он приведет тебя к освобождению, приведет тебя к росту. Не позволяй усталости, апатии, депрессии или страху остановить тебя на финишной прямой. Понимаешь? Обязательно подписывайся на канал и оставь комментарий к этому видео. Но мы переходим к третьему варианту. Четверка кубков. Тройка жезлов. И умеренность. Твой духовный наставник говорит, что тебе нужно выйти из состояния апатии и неудовлетворенности. Четверка кубков, она показывает, что ты застряла в рутине. Ты застряла в собственных мыслях. Ты застряла в переживаниях, которые отвлекают тебя от того, что происходит вокруг. И твой духовный наставник хочет, чтобы ты поняла, что ты сейчас не видишь все возможности, которые тебе жизнь дает. Ты сейчас чувствуешь разочарование или просто усталость от привычного, и это не дает тебе увидеть новые шансы, новые пути для роста. И четверка кубков, она напоминает, что ты зацикливаешься на том, что уже есть, но упускаешь то, что может прийти в твою жизнь. И твой духовный наставник, он призывает к внимательности, к открытости. Важно осознать, что именно сейчас перед тобой открываются новые двери, которые ты просто не замечаешь. Это может быть новая возможность или путь, который ты игнорируешь, потому что ты слишком занята размышлениями о прошлом, настоящем и полностью неудовлетворении жизнью. И наставник говорит, что пора встряхнуться, пора открыть глаза на мир вокруг тебя. В тебе есть энергия, которая дремлет, но она ждет момента, когда ты позволишь себе освободиться от этого застоя, от этого болота. Тебе нужно больше доверять жизни и не бояться исследовать то, что находится за пределами твоей этой зоны комфорта.
Тройка жезлов — это движение, расширение горизонтов, новых перспектив. И твой наставник, он говорит, что пришло время планировать будущее с более масштабным видением. Это карта о том, чтобы вот не бояться двигаться вперед, ставить перед собой большие цели. Ты уже достигла определенного уровня в своей жизни, но наставник говорит, что не нужно останавливаться на этом. Сейчас важно подумать, когда ты хочешь двигаться дальше и как ты можешь выйти на новый уровень. И твой наставник, он подсказывает, что тебе нужно больше внимания уделить долгосрочным планам. Может быть, ты уже вот давно ощущала, что готова к большему, но что-то тебя удерживает на месте. И вот именно эта карта — это сигнал, что пора взглянуть вперед и начать действовать с уверенностью. Важно вот не просто мечтать, а нужно строить конкретные шаги, которые приведут тебя к новой реальности. И тройка жезлов, она также говорит о том, что ты уже на правильном пути, и впереди тебя ждут большие перспективы. Тебе нужно решиться на что-то новое. Смену направления в работе, развитие нового проекта или даже, возможно, переезд. И вот твой духовный наставник, он поддерживает тебя и говорит, что двигайся вперед смело и с верой в себя. А умеренность — это послание о том, что сейчас самое время искать баланс и гармонию во всем, что ты делаешь. Твой духовный наставник, он напоминает, что в стремлении к новым целям важно сохранять внутреннюю гармонию. Ты очень сильно увлекаешься каким-то направлением или целью, но умеренность подсказывает, что не забывай о том, что все должно быть в меру. Это касается не только действий, это касается и внутренних эмоций тоже. Важно сохранять равновесие между амбициями и внутренним спокойствием. И наставник, он дает тебе понять, что вот без внутренней гармонии твои усилия могут не принести желаемого результата. Ты иногда переусердствуешь, или наоборот слишком расслабляешься, но сейчас самое время найти золотую середину. Умеренность, она говорит о том, что важно не только достигать целей, но и наслаждаться вот этим процессом достижения. Ты находишь радость вот в каждом моменте. Ты можешь вот находить вот эту радость в каждом моменте, если вот не будешь слишком сильно зацикливаться на конечном результате. То есть наслаждаться вот этим процессом достигаторства. И твой духовный наставник, он подсказывает, что гармония и терпение — это ключи к твоему успеху. Не пытайся торопить события, форсировать изменения, которые требуют времени. Умеренность, она призывает тебя к тому, чтобы ты доверяла процессу, позволяла событиям разворачиваться естественно. Но и в болоте не булькать. Чем больше ты находишь внутренний баланс, тем легче будут приходить внешние перемены. Вот такой у нас сегодня короткий расклад. Подписывайся обязательно на канал и заходи в проживание арканов, заходи в закрытые расклады и заходи в эзотерическую библиотеку и в манифест. Там есть все, что для тебя нужно. И помни, что дед всегда рядом.